Всем большой привет, с вами снова Настя, и сегодня будет очень коротенький ролик по поводу экологичности лака, который, например, использую я для покрытия своих корзин. Уже не первый раз приходит такой вопрос, и я наконец-то решила на него ответить, потому что каждый раз писать развернутый ответ не могу. В общем-то, уже лет 5 точно, а я плету в общей сложности 6 лет, я использую лак паркетный ВГТ фирмы ВГТ. Это акриловый лак, водорастворимый. Давайте я вам покажу поближе еще раз. Вот водоразбавляемый, без запаха, высокая прочность и стойкость к стиранию. Для паркета, деревянных дверей, мебели, стойкий к мытью моющими средствами. Акриловый лак. Маркировка экологичный материал. Для подтверждение показываю вам, что описание опасности, символ опасности отсутствует, сигнальное слово отсутствует. Это экологический материал, понимаете? И даже для корзин, вот здесь у меня хлебница, которую я уже как-то показывала, я использовала вот этот же лак. Это хлебница у меня открытого типа. Здесь я храню все хлебобулочные изделия, хлеб, батон, булочки, печеньки, но которые находятся в своей упаковке. Там, не знаю, в целлофановом пакетике, в чем-то, но они по отдельности. Эта корзина у меня чисто для удобства. Если есть желание у некоторых людей, да, они берут там хлебницу и просто шьют плотный чехол из хлопчатобумажной ткани, чтобы завернуть в него хлебобулочные изделия, чтобы эти изделия не теряли влагу. По поводу опасности хранения продуктов и их контактирования в корзинах, плетеных из бумажной лозы и покрытых вот этим вот лаком. Я считаю, что опасности, опять же, никакой нет, абсолютно. Вы можете спокойно хранить в таких корзинах яблоки, груши, бананы, ну, овощи, фрукты и так далее. Никакой опасности не будет. Ведь пол, покрытый вот этим лаком паркетным, вы по нему голыми ногами можете ходить. И ребенок может ваш там ползать. И мебель, которую покрывают похожими лаками, да, ну, разных фирм. Вы там храните свою одежду. А одежду вы стираете опять синтетическими порошками. Ведь мы же не используем всякие натуральные порошки. Нет, нас вокруг окружает синтетика. Даже те лаки, которые называются так пищевыми, да, они состоят из органических красителей. Так вот, в их состав чаще всего входят связывающие всякие материалы, там, водно-дисперсионные синтетические компоненты, даже винилхлоридные органические. Вот. Поэтому говорить о натуральности лака не стоит. Раньше я тоже об этом говорила, использовала лак этой же фирмы, только не паркетный, а для бани саун. Так вот, в лак для бани саун добавлен воск. Ну, понятно для чего, да, в банях и саунах большая влажность, а воск, он водоотталкивающий эффект дает. Так вот, если этот лак используется в таких помещениях, где высокая температура и супервысокая влажность, то каждый раз человек туда заходя, он бы просто, наверное, падал в обморок от вдыхания всяких токсинов. Вот и все. Даже то дерево, которое вы покрываете лаком, доски, которые приобретаются для выделывания всяких вот этих сидушек в бане, они уже покрыты всякими обрабатывающими веществами, которые в 1000 раз, ну не в 1000, там в несколько раз токсичнее, чем этот сам лак. Если даже, мне кажется, ложку съесть, ничего с вами не случится. По поводу натуральности. Я связываю плетение с бумажной лозы, да, бумага это то же самое дерево, просто обработанное. Вот у меня здесь лопатки деревянные, они бамбуковые, ну все о них знают. Они не обработанные, потому что они гладенькие. Те мастера, которые работают с деревом и пытаются добиться полной экологичности, это сейчас направление очень сильно развивается, да, люди хотят, живя в городе, например, вообще окружить себя экологически чистыми материалами, и это нормально.
они хотят покупать, допустим, такую посуду. Так вот, посуда, которая выделывается чисто из чистого дерева, она не обрабатывается лаками от слова совсем. Обрабатывается всякими натуральными маслами. Ну, например, даже можно подсолнечное использовать, льняное. Уж я там не знаю, какие масла. Никакими лаками не покрывается деревянная посуда, которая контактирует с пищей. Понимаете? Мы же супчик не будем есть в нашей плетеной корзинке. Нет. И макароны мы оттуда спагетти не будем с соусом болоньезе кушать. Поэтому я считаю, что пищевые лаки это чисто рекламный ход. Они стоят гораздо дороже, чем вот такие обычные лаки. Вы можете пойти в магазин, позадавать вопросы человеку, который ответственный за продажу данного продукта, маркетологу зала. Но опять, все прекрасно понимают, что люди заинтересованы продавать разную продукцию и наговорят вам все что угодно. Также информацию вы эту можете собрать в интернете самостоятельно или иметь свое мнение на этот счет. Я единственное хочу что добавить, что у каждого человека может быть аллергия на компонент, который входит в состав, допустим, вот таких похожих лаков, да, акриловых. Ну, тогда гипоаллергенные лаки вам в помощь, и этот человек просто в приори, не знаю, как в условиях квартиры даже сможет находиться, потому что всяких лаков и веществ нехороших у нас даже в бетоне содержится, я не знаю, везде, повсюду. В общем-то, как итог, я использую паркетный лак ВГТ для всех абсолютно своих корзин и не загоняюсь. Свое мнение вы можете написать в комментариях. Я буду рада почитать. И на этом у меня сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.